Всем привет! Сегодня мы с вами будем разговаривать про таргетированную рекламу. Это будет очень интересное видео, отлично подойдет для тех, кто вообще не разбирается в рекламном кабинете, не знает, где он находится. И все, что связано с таргетом, для него это просто вот что-то на татарском. Да? И я очень часто слышу такие отзывы, особенно от своих клиентов-парикмахеров. Да? То есть я понимаю, что большинство людей очень далеки от этого. И сегодня мы разберем хотя бы базовые функции, да, я вам покажу, как выглядит этот рекламный кабинет, и мы с вами настроим рекламную кампанию. То есть по образу и подобию вы в дальнейшем сможете без проблем сделать для себя какой-то ваш первый рекламный ролик, который, возможно, вам принесет действительно классные результаты, действительно классную аудиторию. Ну, а в целом я бы хотела вам сразу посоветовать, да, что это все имеет смысл, когда у вас хорошо подготовлен профиль, когда у вас хорошо продуман креатив и когда вы действительно знаете свою целевую аудиторию. Начинаем. Мы сразу будем с вами смотреть, как же выглядит рекламный кабинет, и именно из Фейсбука, да, потому что для очень многих остается загадкой, как же попасть из главной страницы Фейсбука в свой рекламный кабинет. Итак, мы нажимаем на такой домик, да, в самом верху слева. Нажимаем на этот домик, и в левом меню мы выбираем функцию ADS Manager. Возможно, у вас она будет называться рекламой, но это плюс-минус одно и то же. Если у вас ее нету, то вам нужно создать свою страницу, рекламную страницу, и, соответственно, у вас появится ADS Manager, в котором вы, собственно, и будете все настраивать. Я очень не рекомендую вам настраивать таргет через Instagram, через кнопку «Продвигать», потому что там намного меньше альтернативных аудиторий, да, и Facebook по факту будет показывать вашу рекламу абсолютно всем. И вы будете платить за показы и за переходы, которые вам не несут конверсию, да, то есть Facebook вроде бы показал человеку, этот человек вроде бы перешел, но ему абсолютно неинтересна эта тема, соответственно, вы не получаете клиента, а Facebook получает деньги, которые платите вы. Да, забыла сказать, что именно вы платите эти деньги за переход, потому что чаще всего вы там устанавливаете на охват, на трафик и так далее. Итак, вот примерно так выглядит ваш рекламный кабинет, да. Что здесь будет? Если вы никогда не настраивали рекламу, у вас здесь будет все просто пусто, да. Здесь у меня, конечно же, есть уже настроенные кампании, потому что это мой действующий клиент, для которого я, соответственно, настраиваю таргетированную рекламу. И что мы делаем? Да? На самом деле самые простые действия, вот если совсем ничего вы сейчас не умеете, да, то вы просто нажимаете на самую большую яркую зеленую кнопочку «Создать». Что появляется дальше? Я сейчас вам расскажу, что нужно выбирать, да, что чаще всего выбирают и почему. Вообще, в таргетированной рекламе, если у вас цель привлечения подписчиков, да, то это всегда просто трафик. Никаких узнаваемостей бренда, никаких вовлеченностей, никаких конверсий, да, это только трафик, либо охват. Но охват – это та история, когда вы формируете прямо бренд. Вам просто нужно, чтобы вот во всех дырах, да, во всех местах крутилась ваша реклама. Это хорошая стратегия для бренда, когда вы развиваете конкретный бренд. Но если вы мастер, да, и вам просто нужны заявки, просто нужны продажи своих услуг в Instagram, то вам достаточно выбрать цель трафик. Выбираем трафик и нажимаем кнопочку «Продолжить». Дальше у нас появится окно, соответственно, да, в котором мы будем выбирать и настраивать все остальные параметры нашей рекламы. Что нам предлагает Facebook? Мы можем поменять название, ну, здесь вы можете что угодно написать, да, название, например, вот у нас будет обучение 21-22 числа, я, соответственно, так и введу.
обучение. Это больше для вас, это больше для того, чтобы вы понимали, какая компания рекламная у вас хорошо работает, какая хорошо конвертирует вам этих людей в заявки, а какая нет. Обучение, AirTouch. Дальше. Особые категории рекламы мы ничего здесь не выбираем, да, все вот на этой страничке мы в принципе все оставляем так, как есть, да, потому что тестирование это должен быть бюджет, то есть вы закладываете бюджет на тестирование, знаете, это вопрос, когда вы выбираете, какая кнопка лучше конвертит, да, там зеленая, например, или красная, или желтая, или черная, и вот вы разные эти кнопки делаете, разные делаете креативы, и вы тестируете, какой у вас креатив лучше заходит, да, или у вас там работы, например, да, вы собрали портфолио, показываете в рекламе свое портфолио с вашими волосами, ну, соответственно, проверяйте, да, какая работа более кликабельна, то есть на какую работу чаще всего есть переходы, это вот про это. Если есть бюджет, делайте тестирование, если бюджета нет, идем дальше, да, и нажимаем кнопочку «Далее». Следующая группа настроек у нас будет связана с аудиторией, да, мы будем сейчас с вами выбирать аудиторию. Вообще, в целом, я рекомендую аудитории создавать отдельно, заранее. То есть в ADS менеджере есть целая графа, да, с аудиторией. Что это значит? Например, у вас есть какие-то подписчики, у вас так или иначе есть какие-то посетители вашей инстаграм-страницы сейчас. Если у вас хороший объем этого трафика, да, то есть у вас есть там, ну, предположим, 5000 подписчиков, вы не участвовали в гивах, вы не нагоняли этих подписчиков какими-то незаконными способами, вы используете добросовестное, да, органическое продвижение там, или с помощью таргета, короче, у вас активная подписная база, да, в этом случае вы можете сделать очень просто крутая аудитория lookalike. Что это значит? Это значит, что люди, которые вас смотрят, которые вовлечены в ваш проект, в ваш контент, в ваш инстаграм, они, получается, являются вашим ядром, да, ядром вашей целевой аудитории, ну, условно. И Инстаграм ищет похожих людей на тех, которые вас уже смотрят, и, соответственно, рекламу адаптирует и показывает именно им. Это очень, как бы, интересно, да, это очень эффективно, как правило, но если у вас рабочая аудитория, то есть это не сработает тогда, когда у вас есть профили-боты. Когда вы хоть один раз ходили в гиф, когда вы хоть один раз покупали какие-то непонятные, да, непонятные истории там и заказывали ботов, да, все это не будет работать в этом случае. То есть, если у вас чистая, хорошая, классная аудитория, настраивайте аудиторию lookalike. Если нет, то выбираем все здесь, да, и все настраиваем именно здесь по интересам, соответственно, по интересам, по основным увлечениям и так далее. Что мы здесь выбираем? Сначала вас спрашивают, да, куда вы хотите направлять свой трафик, место назначения. Ну, соответственно, это будет наш профиль Instagram, да, поэтому здесь мы ничего не трогаем. То есть, если бы у нас было приложение в приложении, если вы хотите в мессенджер, можно в мессенджер, WhatsApp и так далее. Наша основная задача привести людей в профиль Instagram, поэтому мы здесь ничего не трогаем. Динамические креативы – это тогда, когда вы загружаете разные, там, допустим, 5 вариантов креативов, и Инстаграм сам выбирает, какой аудитории, какой креатив можно показать и нужно показать, и, соответственно, выбирает сам, что и где показывать. Бюджет и график. Смотрите, по поводу бюджета я рекомендую всегда ставить не менее $5 в день, да, то есть у вас, ну, примерно 500-400 рублей всегда должно быть в дневном бюджете. Минимум по дням, да, минимум вы запускаете на 3 дня. То есть у вас минимальная стоимость рекламы так или иначе будет около 1500 рублей. И это нормально. Потому что если вы думаете, что, например, вы сегодня запустили рекламу, у вас сегодня почему-то нету ни подписчиков, ни заявок, ни заказчиков, да, и вы такие типа, у меня очень часто такое было, да, то есть
человек прям, ну, сидел, отслеживал вот это вот все. Я говорю, ну, слушай, ну, не может у тебя быть сейчас ничего, потому что просто Facebook даже еще не понимает, кому нужно показывать твою рекламу для результативности. Как это происходит, да, примерно? Facebook смотрит на ваши настройки, дает какой-то пул показов, да, какие-то показы делает для аудитории, которую настроили вы, и смотрит, какая аудитория реагирует, хорошо реагирует на вашу рекламу. И вот ту аудиторию, которая реагирует на нее, да, особенно которая конвертит, то есть он видит прекрасно, что человек написал вам в директ, например, да, с рекламы. Он максимально хорошо адаптирует эту рекламу под всех остальных, да, похожих людей на этого человека. То есть, например, если я вижу рекламу, которая вообще на самом деле, может быть, мне даже и не интересна, да, но она, скорее всего, интересна такому же человеку, да, как я, да, может быть, SMM-специалисту, который вот, ну, который подписан на того человека, кому интересно, да, например, там, разведение собак, да, я вообще не увлекаюсь, мне вообще не интересно, но у меня есть друзья и знакомые, много друзей и знакомых, которых это интересует, поэтому, скорее всего, они реагируют на какие-то рекламные ролики, и поэтому эти рекламные ролики, возможно, могу увидеть я, вот, примерно так это работает. Это эффективная стратегия, если вы правильно указали все параметры, да, вашей целевой аудитории. Вот здесь очень важно ее понимать, очень важно ее знать, очень важно понимать портрет, да, прочертить, прорисовать, прописать портрет вашей целевой аудитории. Это просто делает... Ну, если честно, когда прописала целевую аудиторию я сама себе, просто 80% проблем их не стало, да, я начала понимать, что делает мой человек, да, моя целевая аудитория в любое время, да, я знала, когда они кушают, я знала, когда они спят, я знала, когда они там, не знаю, ходят в кафе, в заведение и так далее. То есть я прекрасно знаю свою целевую аудиторию, и вы должны ее знать точно так же. Идем дальше, да, то есть мы здесь выставляем минимум 500 рублей, выставляем на показ нашей рекламы. Дата запуска, вы можете установить дату запуска и дату окончания рекламы. Кстати, важно, потому что многие просто запускают рекламу, забывают про это, да, и потом удивляются, почему же нас там списали 20 тысяч рублей, ведь мы вроде бы ставили дневной бюджет всего лишь 500 рублей. Если вы самостоятельно потом не зайдете в кабинет Facebook и не отключите рекламу, она у вас будет крутиться просто до бесконечности. Поэтому здесь вы можете установить дату окончания, мы с вами тоже сейчас ее установим. Я ее установлю на неделю, да, я возьму рекламу, сделаем на неделю, запустим ее с завтрашнего числа. Вот он мне пишет, что нельзя установить, да, то есть мы с завтрашнего числа ее запустим и оставим до 18-го. Теперь выбираем, ну, соответственно, местоположение, возраст, пол, да, это основные такие демографические параметры вашей целевой аудитории. И что здесь важно знать для бьюти-мастера, что здесь важно знать для парикмахера. Место мы всегда указываем именно то, где вы действительно работаете, да, то есть мы не таргетируем на Москву, если вы принимаете не в Москве. Смысла нет вообще никакого, да, потому что бьюти это всегда локальная история, это примерно 5 километров от вашего реального местоположения, где вы действительно принимаете своих клиентов, поэтому здесь я ставлю действительное местоположение. И вот мой клиент живет в Москве, соответственно, я сейчас поставлю здесь город Москва. Москва, Россия выбираем. Все, окей. Причем в Москве, кстати, если вы из Москвы, да, и вам это актуально, то
можно еще указывать метро, потому что метро, ну, такой более точечный, да, будет более точечный таргет, он будет показываться именно тем людям, которые живут неподалеку и так далее, то есть это более будет детальный таргет. Возраст выбираем. Ну, возраст здесь уже у каждого разное, потому что здесь плюс-минус у всех разные клиенты. Ну, в моем случае это будет 25-35, то есть самая такая платежеспособная, рабочая, да, аудитория. И у всех она разная, да, если вы специализируетесь на окрашивании седины, то, конечно, у вас немножечко постарше, да, будет контингент, но плюс-минус берите 10-летками, да, 10 лет период, то есть вы настраиваете, например, одну рекламную кампанию на одну аудиторию, да, и настраиваете следующую рекламную кампанию немножечко на другую, да, на другой десяток лет. То есть мы в следующей, допустим, рекламной кампании мы возьмем уже другую целевую аудиторию, да, то есть мы возьмем 35, там, 45 и сделаем какой-то креатив про окрашивание седины. Так тоже можно, так будет эффективнее, намного эффективнее. Но в моем случае мы настраиваем на AirTouch технику, да, и поэтому я, соответственно, выбираю другое. Я выбираю 25-35. Пол у нас женщины, то есть проставляем здесь. Если вы мужской мастер, у вас, конечно же, будут мужчины. Но мужчин, вот честно, да, мужчин я вам искренне, если вы у вас барбершоп, да, или у вас какой-то мужской салон, больше специализируетесь на мужских стрижках, я вам искренне рекомендую их искать на YouTube. Потому что Инстаграм – это не история, где мужчины покупают. Здесь покупает женская аудитория. Мужчины покупают в Ютубе. Там это заходит вообще на ура. Все языки мы выбираем русский. Все. Теперь смотрите, места размещения. Я очень вам рекомендую выбирать места размещения вручную, потому что большинство из вас и из ваших клиентов не пользуются половиной просто тех предлагаемых мест, да, которые дает нам Facebook. Смотрите, выбирать я вам рекомендую либо ленту, либо сторис, да, но это, соответственно, разные креативы, разные истории. Вот у меня подготовлен креатив на сторис, поэтому я сейчас просто убираю, вот видите, я убираю, да, здесь есть Facebook, Network, Instagram и Messenger. Мне вообще незачем размещаться нигде, кроме как в Instagram, поэтому я убираю абсолютно все источники. От Facebook мало кто приходит и вообще не приходит у нас в России, да, поэтому я выбираю Instagram и убираю галочки ленты Instagram, интересное в Instagram и оставляю только одно место размещения, и это будут stories. Все, это очень важно, потому что если вы дадите Фейсбуку полномочия самостоятельно выбирать место размещения, да, он по факту будет показывать везде. Люди будут кликать, например, на это объявление, и вы уже будете за это платить. Но человек, который пользуется Фейсбуком, да, и кликнувший на ваши объявления, вряд ли перейдет в Инстаграм, будет там активно использовать ваш контент, да, активно будет вовлекаться и, возможно, там станет вашим клиентом. Это очень небольшой процент, поэтому, когда вы запускаете на конкретные продукты, да, на конкретные какие-то целевые действия, то лучше всего либо сторис, либо лента. Это всегда работает эффективнее. Это всегда работает круче, да, чем все остальное. Ну, соответственно, оптимизация – это клики по ссылке, это мы получаем, когда человек переходит по нашей рекламе, да, мы за это платим. То есть, как только человек кликнул, мы оплачиваем.
Понимаете, да? То есть не тогда, когда он вам написал, а можно к вам записаться, да, а можно у вас купить. Нет, вы платите за каждый переход. Facebook списывает с вас деньги за каждый переход, и это нормально. То есть в данном случае, ну, он по-честному работает, да. Как только он показал вашу рекламу и по ней перешли, соответственно, вы оплачиваете. Идем дальше, и здесь мы выбираем самостоятельно, да, здесь можно выбрать текущие публикации в профиле, но я бы порекомендовала все-таки загружать отдельно. Так, смотрите, он говорит, что ошибка, да, и нету URL сайта для моего объявления. Сюда я сейчас вставлю ссылку на топлинк, то есть раз это мой клиент, да, соответственно, в мое полное ведение входит и оформление профиля, и ведение, и сторис, и постов, и, соответственно, оформление топлинка. И так как у нас с девушкой с этой есть топлинк, да, есть форма, есть лендинг для захвата, ну, так называется, да, то есть человек переходит на страницу и там заполняет форму для того, чтобы поучаствовать, например, в обучении, или заходит на страницу и заполняет форму для того, чтобы записаться на услугу. У нас такая страница есть, и я ее сейчас добавлю. Итак, я добавляю страницу, добавляю URL сайта. Я его скопировала, соответственно, да, нашу страничку захвата, и добавляю просто в рекламу. То есть, когда человек будет свайпать, да, он будет переходить на эту страницу, и у него там уже будет возможность изучить всю программу курса, изучить вообще спикера, да, и так далее, и оставить заявку. Итак, теперь мы добавляем, соответственно, наш креатив. Добавляем наш креатив. Нам нужно предварительно загрузить документ в Instagram. Это может быть видео, это может быть фото какое-то, да, но если честно, к креативам я рекомендую относиться очень-очень серьезно. Это если вот серьезно, да, вы из опыта, это примерно 60% успеха, да, то есть если у вас классный, вовлекающий креатив, вы можете рекламу, ну, там, очень тупо, да, как-то там вообще тривиально настроить, но у вас он будет рабочий, и по нему будут переходить. По нему будет конверсия, как минимум, да, в клике. То есть на вас будут кликать, на вас будут переходить, посещаемость будет хорошая, охват будет высокий, а там все зависит от контента, да, если у вас интересно в целом на странице и в профиле, то, конечно, это все будет классно перерастать в подписчиков. Если вы крутой там спикер, допустим, да, то у вас, конечно же, будет продаваться онлайн обучение, ну и так далее, да, все зависит от, соответственно, вашей там дальнейшей квалификации и от вашей выстроенной воронки. Это важно, да. Если вы ведете профиль в Instagram, то у вас должна быть обязательно воронка для вот этих новых пользователей. У вас должна быть полноценная система, структура выстроенная, да, что происходит с человеком после того, как он кликает по любому объявлению вашему рекламному, что с ним дальше, что ему делать, да, не нужно оставлять его просто на произвол судьбы, нужно ему показать все, как шаг за шагом приобрести вашу услугу, какие он там получит преимущества и так далее. То есть это все нужно человеку объяснить, и это должны сделать именно вы. Все, идем дальше. У нас уже практически все завершено, да, то есть проверяем. У нас здесь должны быть указаны аккаунты, соответственно, наш Facebook, наша страница, наш аккаунт в Instagram. Мы создаем, соответственно, изображение, да, или видео, либо фото, либо видео. Загружаем наш рекламный креатив и делаем ссылку на сайт, где у нас, соответственно, есть какая-то форма, да, которую человек должен заполнить, туда, где человек должен сделать целевое действие. Это может быть ваша там страница в Instagram, да, это может быть, ну, в моем случае это будет мультисылка, потому что у нас там уже все подготовлено и все оформлено полноценно для нового клиента. Отслеживание мы тут ставим пиксель. Пиксель я сегодня вам рассказывать не буду, что это такое, да, но я сразу вам скажу, если ваш таргетолог не знает, что такое пиксель в Facebook, то можете с ним попрощаться, потому что это важная история для ретаргета и так далее. То есть это очень важный инструмент, хороший, полезный инструмент.
пользуйтесь им обязательно. Ну и мы нажимаем кнопку «Опубликовать». И если у вас нету никаких ошибок, да, в настройке рекламной кампании, в принципе, ваша реклама уже будет опубликована. То есть завтра, вот в моем случае, уже начнутся показы. Успешных вам рекламных кампаний, понятного вам рекламного кабинета. До новых встреч. Расскажу более подробные настройки в следующих видео.